Привет-привет! С вами МВ921, и сегодня мы поговорим про британского песочного рыцаря второго уровня Cruiser Mark 1. Это легкий у нас танк, и мне многие игроки советовали его попробовать, оказались правы, танчик мне очень понравился. Есть, конечно, в нем немного минусов, дело в том, что он не сказать, что живенький, он такой довольно туговатый в плане своей подвижности, и броня у него создана из прессованной овсянки британской, совсем не держит удар. Танк хлопушка, разлетается он в клочья при одном даже виде фугаса, летящего, например, от Т-18 в наш силуэт. Силуэт довольно большой, что ж тут скрывать, и, в принципе, никаких углов здесь нету, он весь довольно забавный. Выглядит, кстати говоря, брутально. У нас тут даже есть коробочка для кассовых чеков в случае их большого количества, ну и вообще весь его даже поразглядывать уже интересно. Здесь только пулеметов, всяких разных заклепок, ящиков и прочего. Короче говоря, это все пустяки. Дело в том, что у нас среди ассортимента вооружения есть две пушки. Они обе имеют право на жизнь, и о них нужно обязательно в ангаре вам мне рассказать. Дело в том, что орудие третьего уровня, двухфунтовая пушка, отличается от другой тем, что у нее гораздо выше дальность поражения. То есть мы можем карать на расстоянии 720 метров. Попадая на такие карты, как Малиновка там, или провинция, это особо чувствуется. И если вы обладаете даром предвидения, на какую карту попадете, то вполне вероятно вам выбирать перед каждым боем ту или иную пушку. Отличается она от другой тем, что у нее чуть-чуть повыше бронепробиваемость, но она просто обычная пушка. Выглядит довольно скучно и, скажем так, ну, как бы пушка и пушка, я особо в ней души не почаял. В отличие от пушки Пом-Пом. Выглядит забавно, мало того, и помпома в нее загружается аж 4, эта пушка обладает барабаном, или как там правильно называется, кассетами. Короче говоря, 4 снаряда загружается за 8 секунд. И эти 4 снаряда, имеющие разовый урон по 45, в среднем могут выдать 180 очков урона за залп, за все 4. Перезарядка между этими выстрелами 0,63 секунды, то есть практически чуть менее 2 секунды времени нужно нам для того, чтобы нанести урона врагам 180. У нас хелспоинтов 170, и у большинства танков наших одноклассников около того хелспоинтов. То есть за залп мы с какой-то вероятностью можем, ну, наверное, каждого уничтожить своего одноклассника за раз, за буквально там каких-то 2 жалких секунды. А это здорово. Танчик способен за залп, если уничтожить врага, то это однозначно его красит. Что еще есть у этого орудия, которое выделяется среди всех? То, что пушка эта опускается вниз, внимание, аж на 15 градусов. Удивительные цифры. Просто ей можно бороздить перед носом фонариком светить. Видимо, он здесь и установлен. Дело в том, что это очень помогает, если мы выбираем какую-то позицию хорошую, то что вверх пушка поднимается, что вниз, ну просто выше похвал всяких. Очень удобный танк. Непонятно мне одно, почему у нас в нем сидит рота солдат, 6 аж экземпляров. Ну, может быть, они по парам сидят, в каждой по башенке, тут еще в одной сидят пара человек. Чем они все занимаются, непонятно. 2 наводчика. Что тут наводить? Пулеметы наводить не стреляющие. Короче говоря, удивительно. Даже несмотря на то, что у нас даже в СТ 10 уровня уже 4. Здесь уже, видимо, ребята опытные научились, как правильно занимать рабочие места. Ну а здесь, видимо, слишком много было вакансий и всех взяли. Короче говоря, у меня было такое предчувствие, что поскольку экипажа здесь аж 6 рыл, то убивают его, наверное, каждым пролетающим мимо даже снарядом. А оказалось, нет. Они либо очень худые, либо очень крепкие, либо у них одежда гораздо прочнее, чем наша броня у танка, и не так и часто их выносят, несмотря на то, что их здесь так много. Поэтому это все хорошо. Ну что, поехали в бой, посмотрим, как он себя ведет и как он может вам приносить удовольствие от игры. Что показывает нам практика? Практика показывает то, что с пушкой Пом-Пом играть веселее. С пушкой Пом-Пом играть прикольнее и нагибать тоже проще, потому что нет необходимости выезжать из-за угла ради одного выстрела. Каждый раз выезжая из-за угла, мы подставляем всю нашу прессованную овсянку и пробивают ее все, даже кто и не хотел. Поэтому Пом-Пом это отлично. Мало того, в ангаре я вам не сказал, что у него все-таки есть небольшая проблема, связанная с дальностью полета снарядов. Точнее, не с дальностью полета, а с дальностью поражения, которая способна эти снаряды оказать противникам. У нас оно составляет всего лишь 395 метров. То есть на 395 уже метре наш как бы потенциальный урон от снарядов полностью сходит на нет. Мы уже, даже если попадаем, даже если там что-то, урон не наносится.
И как я заметил, по моей практике даже на 385 метров можно этот показатель свести. Хотя номинально 395. Может быть, здесь имеется в виду, что на 395 метре мы можем пробить только нулевую броню, то есть отсутствующую. А чтобы хоть какую-то маломальскую пробить, необходимо еще какие-нибудь там 10 метров. Ну и вот как выглядит, в общем, наш барабан в действии. Я, конечно, не стал здесь сводиться полностью. И вообще вот по поводу сведения и наводчиков, хочу сказать, что поскольку здесь рота солдат в танке сидит, то я зажал голды, чтобы их все переобучить на 100%. И поэтому только наводчиков переобучил, потому что с такой скорострельностью без стопроцентных наводчиков очень тяжело играть. Слишком уж пушка долго сводится, особенно после выстрела. Там отдача такая, что разлет огромный, в упор даже уже не всегда попадаешь. Ну а со стопроцентными наводчиками чувствуется все веселее. Вот, кстати говоря, первый бой, где у меня кого-то из них кританули. Все остальные бои, которые я проехал, было, в общем-то, без такого, что кого-то убили из членов экипажа. Поэтому может покажется, что прям в каждом бою кого-то убивают. Ну нет, далеко не так. Ну и вот. 4 снаряда. Обновление 0.86 что нам дает? Раньше, когда каждый пятый снаряд летел в край прицела, необходимо было дожидаться полного сведения после каждого выстрела. А сейчас даже если просто строчить, то есть какая-то вероятность того, что снаряд случайно, даже без сведения, полетит в центр прицела. Это здорово, и в этом бою я буду пытаться так делать. И вообще, к слову говоря, бои у нас получатся довольно быстрые, во-первых. Во-вторых, мастера мне дали за вообще какой-то несчастный бой. Я там 4 убил, немножечко посветил и дали мастера. Мне даже стыдно было показывать вам такое сражение. Здесь хотя бы хоть что-то. То есть уже с ачивкой мастера мы здесь гоняем, и она после боевой статистики не покажется. Ну, я вам на всякий случай покажу скриншот с мастера. Может быть, кому-то интересно, сколько опыта там нужно, чтобы попасть в этот 1% самых опытных боев на этом танке. Ну, короче говоря, для вашего сведения. То есть не попутайте итоги одного боя от другого. Там карта написана явно в нужном скриншоте. Короче говоря, что нужно делать на крузере Марк 1? Самое главное, скажем так, самый главный талант — это научиться сближаться с врагом, при этом так, чтобы нашу, скажем, отсутствующую броню и вялую динамику мы не подвели под то, что просто нас уничтожат вперед того, как мы отстреляемся по врагам. Очень аккуратненько, даже если медленно, я вот ползаю тут под всякими камешками, как уже свелся, и начинаю убивать врагов просто пам-пам-пам. Пом-пом, да, будем говорить правильно по британской терминологии. И вот стоит Марк 1, самый большой танк, который просто в одно удовольствие его раз. Вот так вот как-то и играется. Ну, по-моему, вот такие вот ситуации в бою действительно улыбают, они нравятся. И мне кажется, этот танчик очень хорошо. Я даже как там рекомендую вам в случае грустного настроения его себе закупить. Он стоит там копейки, дороже на него модули повесить и экипаж переобучить. И просто разок там другой катнуться, когда у вас плохое настроение, и он определенно его раскрасит, если, конечно, вы не будете ломиться вперед батьки там как-нибудь неудачно. Здесь карта Карелия, ничего сложного не было в бою, почему-то команда у нас попалась аж на редкость, даже еле успеваю за ними пытаться кого-то догнать, здесь уничтожить. Ну, это, знаете, просто пример, я не хотел какой-то прям аж 10 фрагов сделать для боя. Некоторым не нравится, когда нагибаю в песочнице. Но дело для того, чтобы просто у вас было какое-то впечатление об этом танке через мои глаза и мои какие-то, знаете, мысли. Ну вот, как-то так. Последний враг, до которого я успеваю все же доехать, это АТ-1. Здесь я уже куда бы лишь бы успеть выстрелить, потому что вижу, под каким огнем он находится. И все же успеваю подсосать-то под конец 6-го. Ну вот, хоть с воином закончил данный бой. Всем рекомендую для покатушек-расслабушек. Перед вами сейчас будут итоги этого боя, включая скриншот боя с мастером, поэтому спасибо, что смотрели. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать видео, которые выходят для вас каждый день. И всем удачи. Пока-пока.